Продолжении темы о цветах, которые можно посеять в марте, хочу рассказать еще о некоторых очень декоративных и малоуходных растениях. Если вы не можете постоянно ухаживать за своими цветниками, посадите вербаскум. Он бывает двулетним и многолетним. Есть много декоративных видов и сортов этого неприхотливого растения, которые можно приобрести семенами и уже выращенной рассадой. Растение очень яркое и выглядит декоративно в течение всего лета. При своевременном посеве семян вербаскум зацветает уже в начале июня. Его эффектные пышные соцветия свечи бывают самой разной окраски. В интернет-магазинах сейчас продают много декоративных сортов вербаскума. Цветы начинают раскрываться снизу. Цветение постепенно перемещается в верхнюю часть цветоноса, тем временем как самые нижние цветочки постепенно облетают. Растение самоочищающееся, что тоже облегчает труд садоводов. Увядшие цветы опадают самостоятельно и не портят общий вид цветника. А после того, как вся свеча цветет, ее лучше полностью срезать. Таким образом, вербаскум будет стремиться выпускать новые цветоносы. На месте отцветших цветов завязываются семенные коробочки. Вы можете их собрать, а семена использовать для посева. Это растение отлично подходит занятым цветоводам и тем, кто посещает свой сад только по выходным. Вербаскум не нуждается в особой заботе. Его также не надо часто поливать. Благодаря мощной корневой системе, которая уходит глубоко в землю, этот многолетник способен самостоятельно добывать себе влагу и выдерживать жару и засуху. Единственное, что своевременный полив понадобится высаженной рассаде и молодым кустикам, пока они не подрастут и не нарастят свои корни. Вербаскум относится к той категории цветов, которые не любят чрезмерно питательный грунт и внесение удобрений. Этот некапризный цветок довольствуется легким и даже песчаным грунтом. Переизбыток органики пойдет растению только во вред. На удобренной земле кустик станет наращивать свою пышную зелень, а вот цветоносов будет мало. Ни в коем случае нельзя высаживать вербаскум в перегной. Растение, скорее всего, со временем погибнет. Он также не любит тяжелую глинистую почву. В такой грунт перед посадкой необходимо внести большое количество речного песка. Интересно, что это растение, в зависимости от вида, имеет много народных названий. Например, медвежье ухо, царский скипетр, златоцвет, огонь трава и коровяк. Разнообразие видов и сортов позволяет иметь самые разные растения. Есть гигантские вербаскумы высотой до 1,5–3 метров. Есть средние и низкорослые всего до 50 сантиметров. Форма цветов и колосовидных соцветий также отличаются. Высокие растения удачно задекорируют стены построек и заборы. Они также красиво смотрятся на заднем плане цветников. Вербаскум эффектно выглядит в одиночной посадке, но особенно он красивый посаженный группами. С помощью его разных сортов можно украсить свой сад на весь летний сезон. Семена на рассаду высевают в марте. Зернышки вербаскума очень мелкие. При посеве используют рыхлый, слегка увлажненный с песком грунт. Семена распределяют по поверхности. Можно сверху чуть-чуть припудрить чистым песком. После увлажнить теплым розовым раствором марганцовки из мелкодисперсного пульверизатора. Посевы накрывают пленкой или прозрачным стеклом и ставят в теплое светлое место. Свежие семена вербаскума прорастают очень быстро, уже на 4–5 день. Всходы лучше держать на хорошем освещении, тогда они не будут сильно вытягиваться. Крышку надо периодически приоткрывать для проветривания. А когда сеянцы немного подрастут, ее полностью убирают. С появлением первой пары настоящих листочков рассаду коровяка пикируют по отдельным глубоким емкостям. Не стоит ждать, когда растения перерастут. Пикировка переросших сеянцев будет более травмировать корешки. Корневая система вербаскума довольно мощная и стержневая. Именно поэтому этот цветок не любит пересадку, особенно во взрослом возрасте. По этой причине многие высевают коровяк сразу в открытый грунт. Рассаду лучше переваливать на постоянное место, не нарушая цельный ком земли. При подборе места учитывайте размеры сорта, соседство с другими растениями и освещение. Вербаскум любит солнечное расположение, желательно без сквозняков, хотя он выносит и полутень.
Также имейте в виду, что взрослые кустики крайне плохо переносят пересадку. Из дополнительных преимуществ вербаскум довольно морозостойкий и в садах средней полосы не требует укрытия на зиму. К тому же ему очень редко докучают болезни и вредители. Ну и, пожалуй, самым приятным бонусом можно назвать, что это растение отличный медонос. Цветочки вербаскума приятно пахнут. А еще это растение лекарь. Список его лечебных свойств просто огромный. Коровяк используют как в народной, так и официальной медицине. Но самое главное, что этот засухоустойчивый цветок крайне неприхотливый и будет украшать ваш участок все лето. А еще одно растение, подходящее для малоуходных садов и цветущее до осенних заморозков, это скабиоза. Ее высевают на рассаду с середины марта по начало апреля. Растение многолетнее и очень неприхотливое, хотя есть и однолетние виды, но они каждый год возрождаются своим самосевом. При желании вы можете посеять скабиозу сразу в открытый грунт в мае. Семена в почву не заглубляют, сверху слегка присыпают песком. Но если вы приобрели редкий или недешевый посадочный материал, например, ценных сортов, все-таки лучше не рисковать и вырастить их посевом на рассаду. Многолетнюю скабиозу можно легко размножить не только семенами, но и делением корневища. Выкопку и деление проводят весной или осенью, после того, как кустики отцветут. Существуют разные виды и сорта этого изящного цветка высотой от 25 до 90 см. Также есть махровые формы цветов. Окраска всевозможная. Скабиоза, так же как и вербаскум, предпочитает солнечное расположение, выносит полутень, жару и засуху, но она любит более питательную землю. Если вы замульчируете кустики перепревшим компостом, они отблагодарят вас обильным и долгим цветением. Отцветшие цветоносы лучше удалять, тогда скабиоза будет радовать вас своими цветами до самых холодов. Осенью надземную часть можно срезать. В холодных садах вместо посадки мульчируют толстым слоем опавшей листвы или накрывают лапником. Скабиоза отлично подходит для малоуходных, смешанных цветников в природном стиле. Ее цветы не столь крупные, но их ажурный вид очень украшает сад. Скабиозу лучше сажать группами, тогда ее изящные соцветия на тонких стеблях смотрятся более эффектно. В садоводстве особой популярностью пользуется скабиоза кавказская, японская и пурпурная. Последняя относится к однолетникам с цветами до 5-6 см в диаметре, самой разнообразной окраски. Этот вид хорошо дает свой самосев, цветет с июля по октябрь. А скабиоза японская является самым низкорослым многолетним видом с полувечно зеленой ажурной листвой и высотой кустиков от 15 до 30 см. Этот вид идеально подходит для альпийских горок и создания низких цветущих бордюров. Цветение длится с июня до сентября. Ее полушаровидные махровые соцветия имеют приятный аромат. Из плюсов скабиоза хорошо переносит пересадку. Ее можно пересаживать даже в цветущем состоянии. Срезанные веточки этого растения долго стоят в букете, а многие виды еще и приятно пахнут. Попробуйте вырастить эти цветы, и они надолго украсят ваш сад. Поделитесь также своим опытом. Выращиваете ли вы вербаскум и скабиозу? Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете про самые разные, неприхотливые, красивые и редкие растения для сада и дома, и о том, как за ними ухаживать. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.